agor parege paren lorke Nëshandokin hasarikin jege paren lorke 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 agor parege paren lorke Nëshandokin ukelumpi jege paren lorke 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 agor paren sapkek paren lorke Dëgana samazurna pulche jege paren lorke 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 agor paren jege paren lorke Dëgana samazurna pulche sapkek paren Всем привет, дорогие друзья! Рад снова видеть вас на своем канале Ник Кухня. Сегодня замечательный день, 8 октября, и сегодня день рождения у замечательных двух дочек, Гайны и Анагит. Это мой друг Ваник, наш друг Ваник. Мы приехали в супер природное атмосферное место. Тут и рыбалка, и мангалы, и ручьи какие-то, шашлыки уже дымятся на заднем фоне. Будем отмечать, праздновать, шутить, веселиться, да, выпивать и заодно снимем для вас видео. И кушать очень вкусно. И кушать очень вкусно. Ваникджан, скажи что-нибудь для наших армянских зрителей. Հարգելի հանդիսատես, այսպես ասած, դուք նայելով Նիկ Կուխնի հաղորդումը, դուք շատ բան եք տեսնում ձեր կյանքում։ Դա մեծ բան է տալիս ձեզ, որովհետև այս մարդը զրոյից, իմ աշկարած զրոյից ստեղծել է ու սարքել է այն ինչը որ ոչ մեկ չէր կարող անել։ Այսօր փառք Աստծո Նիկ Կուխնին, իմ Նիկ ընկերը, Նիկիտան հասել է այն աշճանի, որ իրան կանչում են բարձրագույն տեղերից ու ասում են արի մեր ռեստորանը, արի մեր օբյեկտը նկարի, չես տալիս ենք сумасшедшие деньги, но он не идет туда, он идет ко мне. Конечно. Я, говорит, ничего не понял, что сказал, но ты достучался до моего сердца. Короче, отмечаем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Ну что, Каренджан, что у нас сегодня в ассортименте? Сегодня в ассортименте ребро свиной, курица. Прикинь, ребро куриное, крылья свиные. Да, это бывает тоже такое. Бывает такое, бывает такое. Тоже бывает. Когда выпиваем... Бывает по-разному, да? Каждый раз Карену мангала. Но мне так хорошо, я прихожу, уже все готово, все жарится, все пыхтит. А что делать? Вот он, зачинщик праздника, создатель этих двух замечательных девочек, Гайны и Анагит. Я всегда говорю Анагит, Оля говорит, почему ты говоришь Анагит? Это Анаит. Нет, вот. Анагит, правильно. Правильно, Анагит. Я всегда так и говорю. Оля, ты же армянка, ты знаешь, Анагит. Место, конечно, уникальное. В окружении гор такая низинка получается, несколько озер, каскад переливные из трубы. Форель водятся, какие-то карпы, сомики. И вот я даже сейчас уже вот эти трубы отводные, ну лишняя вода сбрасывается в Мзымту. Я подхожу, а тут такой ручеек. И такие небольшие бычишки, амуточки. Мы с Лизой подходим, в каждом маленьком амуточке метровом стоит стайка форели. Красота. А вот еще гости подтягиваются. Пошли поздороваться. О, квакнуть сначала, да, я понял. Потом будем встречать гостей. Ваник стоит, Ваник мне рассказывает. Он стоит, как она ему вцепилась в ногу. Он говорит, что такое? Иди, говорит, отсюда. Я говорю, так ты наступила. Он стоит у него на ноге, рассказывает. Ну, видишь, какой, да? Он свои права отстаивает. Ну что, по третьей. Карен, ты будешь? Нет, Карен занят. Понятно. Ну, мы тоже, как обычно, разогнались. В общем, Ваник в очередной раз хочет выпить за твоих замечательных детей, за твою еще замечательную семью, за тебя, за твою жену. Вам всего самого доброго, крепкого здоровья. Для чего даже? Даже не то, что в каких-то там целях таких, а ведь этих детей надо вырастить, выкормить, выучить, выдать замуж. Ты еще говоришь, еще хочешь двоих. Конечно. Поэтому... Артурчик, Тигранчик. Артурчик и Тигранчик, да, на подходе. Поэтому, что хочется сказать? Побольше денег и здоровья. Вот самое основное. Да. Деньги Поехали. есть, здоровье. Я хотел чокнуться. Ну так давай со всеми. Деньги есть, здоровье просим от Бога. Бог, дай Поехали. нам здоровье. В общем, дорогие Ваник и Ася, я хоть и не самый давнишний ваш друг, вот, скажем так, новоиспеченный, но я очень рад, что мы когда-то познакомились, как бы, и вроде бы как не случайно, потому что случайных знакомств не бывает, да, случайных встреч не бывает, а вроде бы как и случайно. Но очень ваша семья нам стала близко по духу, и мы очень радовались, когда у вас родились две замечательные доченьки, вот, а сейчас мы уже празднуем их первый маленький такой юбилей, год,
первую годовщину. Что хочется сказать? Хочется пожелать им безмерного счастья в жизни, чтобы все проблемы обходили их стороной. Чтобы у них были очень богатые родители, которые могли им дать толчок, поддержку в жизни. И даже не то, что, скажем так, правильно направить, воспитать. Потому что это очень важно, тем более для девочки. Мальчик шишки набьет себе там, а девочка, она должна вот как цветок тепличный вырасти, вот такую розу и цвести, как говорится. Соответственно, здоровье, естественно, здоровье вашим детям, вам, потому что вам тем более, детки еще маленькие, у них все впереди, вам надо их, я говорю, ты еще хочешь Тигранчика и Каренчика, да? Нет, Артурчик, Тигранчик и Артурчика. Да я почему-то Каренчик, за тебя, брат. Вот. Тигранчик и Артурчика, для этого еще надо больше денег и больше здоровья. Поэтому, нет, денег не надо говорить так, Ваник, денег много не бывает. Поэтому в наше время, да, все говорят, современное общество диктует свои правила. Да в любом обществе, хоть 100 лет назад, хоть 200, главное, чтобы были деньги и здоровье. Все остальное приложится. Ура! Поздравляю! Спасибо за пожелания. Спасибо за все. Ура! Давай, опа! Ася, Ваник, я вас поздравляю с вашими прекрасными дочурками. Желаю вам, мы когда у нас появляются дети, мы всегда ждем от детей чего-то, того, что мы вот хотим увидеть в наших детях. Да? Я хочу, чтобы вы в своих детях увидели то, что вы хотите видеть. То, что вы хотите видеть, это, наверное, сами вы оба знаете, что вы хотите в них увидеть. Но все лучшее вы им должны помогать в этой жизни, вот, начиная с этого возраста, помогать им, помогать и пожимать потихоньку плоды, которые вы вкладываете в детей. Я хочу, чтобы эти прекрасные девочки оправдали ваши надежды, и вы были ими довольны. За вас, Ваня. Ура! Давайте. Հարգելի ժողովուրդ, ես շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ այստեղ հավաքվել եք, տոնում ենք մեր երկու զույգ զավակների ծննդյան օրը, որը մեր Վանիկի ու Այսայի համար շատ թանկ են, շատ դժվարությամբ են ունեցել, շատ են չարչարվել, մի խոսքով իրանք ամեն ամիս այսինքն սեղան են գցում։ Եթե սուտ չասեմ, ամեն ամիս սեղան են գցում, ամեն ամիս, այս օրը նշում ենք։ Հիմի Աստված մի հատ էլ որ դուք ասում եք զույգ տղեկ ունենաք, Տիգրանն ու Արտուրը, նու սեղանները ավելի կշատանան, էլի ինձ թվում է, հա, դվայն է, հա, ռուսերեն է ասիր, հայերեն, երկու անգամ կշատանան, էլի։ Ես էլ խմում եմ մեր բոլորիս կենացը, այս կոլեկտիվի կենացը, որ այսօր հավաքվել են Վանի ջան, քո երեխեքի ծննդյան արդիվ, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ այսօր Կրասնոդարից եկա հասա քո խորովածն էլ արեցի, ինչ անեմ։ Այս իմ վերջին միսիան էր, մյուս միսիան երբ կլինի, ինչ կլինի չեմ անում։ Մի տարի տենանք ոնց կլինի։ Ձեր կերած խմածնել անուշ լնի, համով խորովածները ձեր համար ուրախ ժաման ծլնի։ Давай ախտերս։ На чужую кукурузу ловиться будет лучше. Тут кто-то оставил? Еще плюнь на него, еще лучше будет. С мостика хочу. Дай. Вот так кидаешь кукурузу, вот так. Они иди. Подкормил? Все, иди. Ага. Уходите, сейчас она будет поймать. Нормально она мне сейчас сказала? Говорит, все, говорит, иди отсюда, говорит, я ловлю. Это спускаться тоже, что ли? А что там рядом кидай? Давай дальше кидай. Ой, молодец! Ой, кто поймал? Ой, мы пришли, Лиза поймала. Это карась. Это крупный карась. Обалдеть!
Карасика. Карасика поймал. Думали, акулу поймали. Такой крик, такой крик. Мы думали, акулу поймали. Да, все запутано, подождите. А почему это только это? Кукурузетин? Сейчас. Так, а ну-ка. Опа-на. Будешь еще ловить? Да. Молодец. Давай. Сейчас насадим. Целый карась. Акулу ты поймала. Куда ее класть? На пол, на траву. Вот сюда. Направо, вот сюда. Вон где дядя Карен. Ага. О, Я тебе сказал, купи самый хороший, этот, который вот тут. иди дальше лови. Молодец, молодец, девочка. Лови. Молодец, конфеточка. Вот это вся в отца пошла. Все, она без добычи не останемся. Обязательно с едой останемся. Да, Лиз? Да, просто она потянула. Ась, хочу выпить за вас. Я знаю, как вы к этому шли. И помнишь, я тебе всегда, как говорила, вот Ваник всегда как-то не так, а я говорю, нет, надо, вам ребенка надо, вы собак заводили, разводили. Я говорю, нет, детей вам не хватает. Я говорю, это такое счастье будет. Вы, говорю, ну, это поймете, когда на руки возьмете. И когда вот он как-то то так, то работа. Да, это, ой, как мы будем детей смотреть, Асе надо то делать. Я говорю, поверьте мне, все успеется. Вы сделаете, одно другому не мешает. Зато, видите, мешает, ничего не мешает, все успеете. Зато это какая радость. Дай Бог им здоровья этим девочкам. И они же, говорю, это такая радость. Дети – это радость. За вас, за ваших девочек. Ура! Спасибо. И за ваших детей, это и ваши дети, наша мама крестная. А я же говорила, надо. Они, ой, потом, Ваник, нам там то надо сделать, дом построить. Я говорю, тогда состаришься потом, пока это одно другому не мешает. Ребенка, даст им ребенка. Да. Ну что, друзья, с армянами пить тяжело, гуляют они конкретно не хуже, чем мы, русские. Поэтому следующий день настал, а мы, видите, утеплились немножко, потому что дождь идет, пасмурная погода, но тем не менее тепло, градусов 19-20, и мы пришли в наше любимое заведение вьетнамской кухни в Адлере, называется Фо Вьетнам. Сейчас закажем похмельные супчики. Я хочу взять себе фобо горячий, наваристый. Я туда еще острого всего понадобавляю. Будет вкуснятина. Олька, ты что хочешь взять? Олька возьмет том-ям себе по классике. А Лиза хочет рис, да, с говядиной азиатский. Очень нравится. И напиток, да, ты любишь? В общем, сейчас закажем, вам покажем. Будем приходить в себя. Я хоть прям это, меня, знаете, немножко колышет, но самое смешное другое. То, что сегодня было где-то 10 утра, у меня уже звонок. Барев, брат, давай, говорит, к нам второй день праздновать. Я говорю, я не могу, возите. Я говорю, я не могу больше пить. Они говорят, это тебе так кажется. Ну, короче, я не знаю, чем закончится сегодня день. Вы оставайтесь с нами, мы сейчас закажем, поедим, потому что очень голодные. Лиза сходит на тренировочку по теннису, а чем закончится этот день, мы увидим. Я не знаю, что будет дальше. Короче, заказываем. Ну что, принесли нам кушанье наше достаточно быстро. Смотрите, как они фобо подают. Ну, может быть, не только здесь так, но мне нравится. Тут всякие пророщенные штуки, имбирь, перчик, лимон, мята. И вот такая тарелочка фобо. И это у них считается порция мини. Смотрите, сколько мяса, лапши, лука свежего сверху. Я что делаю сразу? Я сюда отправляю 2 перчика. Дальше мы сюда отправляем сразу же вот эти пророщенные фасоль эту. Текс. Есть хочется нереально, а тем более наваристый говяжий бульон. Фасоль отправим. Да. Дальше я выдавливаю сюда немножечко лимона. Обязательно, мне так нравится с лимончиком. И вот этот острый соус, сейчас это мы отставим в сторонку. И вот этот острый соус, то, что они дают, он, кстати, не такой уж и острый. Например, вот эта шрирача, которая у них базово по умолчанию на столах стоит, она намного острее.
Вот и соус у них, кстати, соевый на столе домашнего производства, ну, собственного производства, он у них такой густой, знаете. И я вот этот острый весь соус из баночки тоже отправляю сюда. Это я называю похмельный супчик. Если хорошо попил вчера, то сегодня прямая дорога в Вьетнам. Потому что так как оттягиваешься здесь, оттягиваешь свое здоровье здесь, восстанавливаешь, так нигде не восстановишь. Ну, можно только булдаком лапшой, наверное, острый. Лиза заказала рис с говядиной. Как всегда, она его очень любит. К нему дают бульончик. К нему дают, да, бульон запивать. А Оля заказала том-ям. Вот том-ям. Вот принесли сколько риса к нему, посмотрите. И еще порция немов. Это такие жареные вьетнамские роллы. Ну-ка. Ну что, первая ложка жизни. О, просто я в кофте, если вы видели, у меня мурашки. У меня пошли мурашки по телу. Просто кайфец. Невероятно. Лиза, а ты пробуй, вкусно? Сначала Аккуратненько, зайка. Ой, горячий какой. Тоже, кстати, мне нравится. Смотри, порция. Сколько говядины здесь. Яйцо жареное, морковь. Все, просто обалденно. Причем порция, вот этот фобо у меня 400, по-моему, 50 рублей. Том-ям у Оли 490 рублей с рисом. Вот эта лапша, сколько она? 500 рублей или 400, 450 тоже? Что-то все в районе 450-500 рублей. И одного блюда хватает. Одного блюда хватает, да, чтобы прям сразу наесться. Пробуй, зайка. И получается, что, грубо говоря, вот мы сейчас 4 блюда заказали на троих, это выйдет там, ну, а-ля Улю 2000 рублей. Просто обалденно. Смотрите, это песня, смотрите, лук. Я обожаю. Многие не любят, но я просто люблю. Беру вот так лук с лапшой и с говядиной. Смотрите, сколько гущи, вот просто посмотрите. Полная тарелка, это же... Где еще вам столько положат? Кроме как не в щедром нашем братском Вьетнаме. Это невероятно. Это просто невероятно. 2 года жизни в Сочи, да? За 2 года жизни в Сочи, я вам могу сказать, кстати, это место, не то, что там ни реклама, ничего, но это место ни разу нас не подвело. Вот как было 2 года назад вкусно и огромные порции, вот так и осталось. Они цену-то, по-моему, толком не повышали. Ну, типа там на 40 рублей подняли, на 50, на какие-то блюда, которые действительно трудозатратные или затратные по закупке, да. Ну вот 2 года мы здесь живем, в Сочи. 2 года одинаково вкусно, одинаково недорого. Ну, послушайте, мы последний раз в столовой на 1600 рублей поели втроем, я, ты и Лиза. Здесь вот мы сейчас на 2000. Так это прям ресторан, вкуснейшая вьетнамская еда. Поэтому, а в столовой, ну что, по классике, там борщ, гречка, сосиска, котлетка, да, там, ну, как бы, да, разогретая, собственно. Это мы можем и дома поесть. О, с перчиком, с острым. Поехали. С похмелья, ребята. Вы просто понимаете, это когда есть такие видео, такие рилсы, где типа после рабочей недели он делает первый глоток пива, и бац, тут солнце светит, река течет, знаешь, там цветы распускаются, какие-то там горы показывают. Вот у меня сейчас то же самое в организме происходит. Организм просто воспрял. Но чувствую я, что это ненадолго, потому что Ваник мне звонил еще раз только что. Ух. Ну как же вкусно. Блин, у них еще вкуснее стало. Еще вкуснее. Друзья, это невероятно оторваться от этого. Поэтому я буду есть и говорить. Ну, короче, все как мы любим. Буду есть и говорить. Пользуясь случаем, друзья, хочу вам напомнить, что у нас есть туристическая компания, называется «Навигатор Сочи.ру», сайт, заходите. Все есть туристические экскурсии, более 50 разных, вся Абхазия, Золотое кольцо, морские прогулки, джипинги, квадроциклинги, короче, все полностью. Сейчас у нас еще аквапарки появились, вся Красная Поляна и так далее и тому подобное. Заходите на навигатор Сочи.ру и бронируйте экскурсии. Вот такой отдых будет. Мы сейчас сами скоро в какую-нибудь нашу экскурсию рванем, потому что осень. Море так не особо, да, оно нам и поднадоело за лето. Поэтому, да, Оль, мы, наверное, сейчас втроем с Лизкой куда-нибудь рванем. А может, еще и бабушку с собой возьмем, посмотрим. Вот, и еще, кстати, друзья,
Пока прихожу в себя, хочу попробовать нем. Немчик тут с фаршем, с мясом, с лапшой стеклянной, с овощами. Вот такой соус приносит. Сейчас мы его попробуем. Наверное, лучше проще руками было взять. Ну ладно. Я соус макать не буду. Да это нереально просто. Я того повара руки целовал. Это невероятно вкусно. На этой мажорной ноте хочу еще сделать небольшое объявление. Напомнить вам, друзья, что я уже как месяцев 5-6 занимаюсь недвижимостью в Сочи. У меня есть все объекты недвижимости, вся база, квартиры. От старых вторичек ушатанных за 3 копейки, ну, я имею в виду относительно рыночных цен, под ремонт в центре Адлера, который можно взять 3 минуты до моря, а взять очень дешево. Сделать там косметический ремонт, как для себя, на лето отправлять бабушку с внуками и самим приезжать отдыхать, так и для сдачи. Можно сдавать посуточно, я это организую вам. Можно сдавать на круглый год. Так у нас есть дома недорогие, от 15 миллионов рублей коттеджики и до бесконечности. Есть даже за 1 800 000 в Красной Поляне. Невероятная вилла просто. Есть земельные участки, обалденные СНТ, ИЖС, что хотите. С видом на море, на горы, в лесу, у реки, как угодно. Надо построить дом, построим. У нас 4 строительные бригады, компания целая строительная. Мало того, мы вам поможем составить проект вашего дома мечты. Мы поможем вам даже получить всю разрешительную документацию, газ подключить, разрешение на строительство получить. Короче, ребята, все, что связано с недвижимостью в Сочи, не стесняйтесь, звоните, самое время. А самое главное, что лето кончилось, цены вниз рухнули резко, падают цены. Сейчас можно торговаться за очень хорошую цену, купить жилье. Так что звоните, пишите. Лично мне, значит, на мой номер телефона или же пишите в Телеграм на Ник Кухня Джоб. Приятного аппетита. Это невероятно вкусно. Приедете смотреть недвижимость сюда, я вас лично сюда приведу и накормлю от души. А еще видео снимемся. Вы, кстати, на видео прям скажете, вру я или нет. Это место нереальное. Это не реклама. А это не реклама? Тем более мы уже зарекламировали это место. Народу столько. Они не нуждаются. Мы это место зарекламировали уже, наверное, раз 10. И мы, и Вреш-навигатор. Так что они не нуждаются. А во-вторых, я просто это место от души говорю, потому что ну не стыдно за него. Друзья, ну в общем мы невероятно вкусно поели, просто пришли в себя. Я аж сижу, аж в пот бросила от перчика, от горячего супа. В общем, очень вкусно. Лиза весь рис втопила, только в путь. Вот. Оля, кстати, говорит, том-ям тоже был великолепен. Просто я не очень его люблю, поэтому даже не пробовал. И, в общем, нам полностью весь обед, это считай, фобо, том-ям, рис и немо вышло. И плюс напитки, кока-кола, вьетнамский вот этот напиток, ну какой-то фрукт типа личи, не личи, я не знаю, как называется, на 2000 рублей все вышло. Но это просто, я считаю, что за такие порции, за такую вкусную еду, это, ну, сейчас я говорю, в столовой 1,5 поесть, вот так втроем на семью. В Макдональдсе мы последний раз ели, в этот, не Макдональдс, это вкусная точка, нам 2200 вышло. Поэтому, ребята, двигаем дальше, сейчас отведем Лизу на теннис, а потом идем в гости к Ване Куджану, потому что он звонил, нас звал. Будем общаться на очень интересные темы, но, как я понимаю, наше общение перерастет в нечто большее сегодня. Так что оставайтесь с нами, дальше будет очень интересно. О, лают. Это кто? Алабаи, армянские алабаи. Опачки. Здравствуйте. Заходи. Это кто? Новые? А где волосы? Это их что, постригли так? Они же были мохнатые. Колола? Приветики, дай ручку. Опачки. Дай целую ручку. Дай ручку целую. Можно? Ручку целовать. Опа-на, привет. Привет, малыши. Как не узнала? Вчера же мы вместе веселились на дне рождения у вас. Так, мы тут привезли и безалкогольное, и алкогольное пиво. Это в молодежной тусовке в Москве это называется автопати. Автопати называется. А у нас это называется просто второй день. Смотрите, шарики тут висят. Все капитально. Собачки были полностью лохматые, мохнатые. Это, кстати, их мама. Да? Это мама их. Вот уже скоро, говорят, щенки будут. Вот эта собачка белая, это их мама, вот этих двух. Это их так побрили, постригли. Прикольно. Безалкогольный водка. Безалкогольная водка, это из-под крана, если только, да? Да?
Да. Как они не дают мне идти, просто за мной бегут. Слишком острый, да? Да там вообще Слушай, да. очень жесткий. Причем знаешь, как он начинает? Он начинает жечь мягко, плавно, начинает, этот жар разрастается, а потом ты когда вторую, третью ешь, просто у тебя уже немеет язык, губы немеют. Не просто жжет, а просто ты не можешь нормально говорить, потому что язык не чувствуешь. Уже как будто англичанин какой-то. Вот так вот. Ой, какие красивые собачки стали. Обалдеть. Чтобы вы понимали, они были просто как два шерстяных таких комочка. А сейчас просто такие две выбегают. Я думаю, кто у вас в гостях с собаками или что, я не понял. Ваня тоже так подумал, когда я их подстригла, он не знал. Он зашел домой, говорит, смотрю, одна выбегает. Говорит, думал, кто-то у нас в гости пришел. Потом, говорит, вторая бежит. Говорит, нет, мои. Так надо было в барбершоп к Ванику. К Ванику в барбершоп. Кстати, у Ваника барбершоп обалденный. Самый лучший барбершоп в Сочи. Находится на Урожайной улице. Какой адрес? 41Б, дробь 2. Урожайная улица, 41Б, дробь 2. Барбер Ван. Самый лучший барбершоп в Сочи. Все, кто хотят быть красивыми, как 100 евро, пожалуйста, приходите. Да, а то аккуратнее, не хамите барберу, а то можете, как эти собачки, стать лысыми, знаешь. Вот. И еще очень, да, это очень надо аккуратно ходить, потому что я один раз сходил, теперь вот видите, что происходит, чтобы вы понимали, четверг, 3:30 дня. Это вот, Ваник, ну как ты столько наливаешь? Ты что делаешь? Ну что ты делаешь? А это маленькие рюмки. Да ты какой-то маньяк какой-то просто, как можно так пить? Ася, ты давай нальем. Подождите. А что Давай налить. Кола, фанта, что налить? Ася, безалкогольное же пиво. А, ну, колу, А фанту. тебе? Да я... Кола, фанта, спрайт. Да можно, у меня без разницы, любую. Я не так, чтобы сильно пить хочу. Я Ванику говорю, Всего лишь 3 бутылки. Ваня говорит, приезжай, давай, а звонит в 10 утра. Я говорю, Ваник, я не могу. Как раз в поликлинику приехали. Я говорю, я не могу больше пить. Он, это тебе так кажется. Он говорит, это тебе так кажется. Я говорю, в смысле кажется? В армянском доме в любой день недели на столе И шашлык, просто да? приехал. Да, просто пришли обед, стандартный обед. На самом деле, как я вижу, это все роскошь с дня рождения, да, еще осталось. Я так- Ну, сегодня, да, но всегда у нас есть. Так что можете каждый день Каждый приходить, день каждый день приходите. будет такой стол. А Супер. позавчерашнего ничего не осталось? Позавчера. Чтобы не было днем рождения. Давайте. Ой, ребята. Ну что, да. Приехали, давно не виделись, за встречу. Я тоже вчера не особо, честно говоря, помню, как это. Мы пришли, а рано еще было, включили телевизор, включили какой-то фильм, смотрим. А там водки-то оставалось в той бутылке у меня. Ну, ты же отдали. Там, ну, что-то сел, допил, Олька что-то вина попила. Потом я раз, открываю глаза, утро. Утро, дождь идет, Я ливень сегодня сильный. Ванику рассказывала, как мы вчера с тобой прикалывались. Давайте выпейте, я напомню. Ох, ой. Значит, держу я полбутылки водки открытой в руках. Крышки нет, ее потеряли. Беру в руках, не знаю, что делать. Собираем вещи туда-сюда, не знаю, ты этот момент вспомнишь? Да, нет? да. Держу водку, говорю, Никита, полбутылки водки, что с ней делать? А она открыта без крышки. А он на полном серьезе поворачивается, говорит, да давай сейчас по-быстрячку ее выпьем. Она, да, говорит, тут, говорит, полбутылки водки, говорит, она открытая. Куда ее деть? Я не знаю, что с ней делать. А я думаю, ну а куда ее выливать, что ли? Я говорю, ну давай я быстренько ее выпью. Я взял на вот, давай я быстренько ее. Со свету. Ну просто, знаешь, я как бы особо так себя контролирую, но когда уже, конечно, ты выпил, там уже все, там уже, как говорится... Это все так в моменте пришло, это было так смешно, капец. Кушайте. Садимся. Успеем, кушайте. Вот Только положу это тебе меня. хоровать. Да. Доширак и там. Газированный там. Угу. Все, это меня помогает. Или надо пить. Или надо Продолжать. Какой замкнутый круг получается. Если... Нет, у меня нету такого пахмель, нету. А я не... Это и есть, если ты начинаешь пить, это второй. Нет, Вторая свадьба. А я не могу похмеляться пивом. Знаешь почему? Вот стоит холодное пиво. Гости уехали, утром встаю,
Банку пива выпиваю, вроде хорошо, все, попил, хорошо, легче становится. Проходит полчаса, и мне еще хуже. Всегда. Если я пью водку, если у меня, например, перебрал похмелье, Не надо лучше опустить градус. рюмку, лучше всего 2 рюмки, суп, борщ или вот, как ты говоришь, доширак, и все, как новенький. Будешь пить пиво, целый день я могу пить пиво, блин, и мне не помогает. Стоит выпить 1 рюмку водки, вот Пиво такую как большую. может помочь? Пиво это для детей. А ты не пьешь вообще. Почему? Смотри, Оля, это сними, чтобы мы поняли. Я как пью, Никита? Ну ты бы еще сюда налил бы. Ну так что за рюмка такая, Ваник? У меня в рот не влезает такая рюмка, Ваник. У нас все такие Да, большие. другую, Таких маленьких пробников не У имеем. нас есть 16 грамм, да? Мушка. Я пью. Когда проходишь, за собой прихватишь. Хорошо, хорошо. Свою рюмку. Прикинь, приехал со своей рюмкой, такой алкаш, приехал в гости со своей рюмкой. Потом бутылка будешь пить. Свою рюмку. Нет, ты халтуру делаешь, поэтому трезвый ушел Пойди. вчера. Ой, как вкусно. Я когда пью, я не так пьянею, чем мне спать хочется. Так ты встаешь рано, ты говоришь 5 утра, там что-то еще. Да, он бывает вообще среди ночи не спит, просыпается. Я говорю, телевизор не закончил, не рассказывал. 2 утра встал, 2 ночи. Смотрю, вещи, говорю, пойду, все равно в машине что-то осталось. Выхожу, а я не знаю, где машина. Вот там тикаю. Говорю, где будет тикать? А где оставили? Машина. Я Машина сам здесь. поставлю. В общем, говорю, ладно, тут нету, значит, моя машина. Выхожу сюда, там стою, смотрю, есть. Зашел, посмотрел, да, внутри все есть. Надо домой гонять. Машины круг делать, 2 утра ночью. Приехал сюда, эти все поднял наверх, и потом опять сюда отвез, машину поставил. Таксист везет Чукчу, тут резко бабка на дорогу выходит, таксист рулем вильнул кое-как, а в этот момент Чукча дверь открывает, бах, бабку. Говорит, русский плохой охотник. Говорит, если бы Чукча дверь не открыл, бабка бы живой ушел. Это так же ты говоришь, салфетки. Не убежишь, говорит. Ася на стол салфетки, говорит, я положу, говорит, так, без коробки, что... Ваня говорит, только, говорит, не ешьте, говорит, салфетки. А я говорю, а прикинь, говорю, теоретически, если вот по пьяни салфетками шашлык с шампура снимать готовый, то они пропитаются вкусом, и можно их есть. А что, Я бумага? тебе другой инструмент подарю, который можешь еще А у меня есть такой нож специальный, да, конечно. Давай. Лишнего не бывает, да? Сейчас. Амортизация. Вдруг сломается. Нет, позже подарю. В следующий раз обязательно мы делаем застолье у нас. Я думаю, может даже на этой, да, неделе где-нибудь. Или когда выходной у тебя? Любой день. Любой день выходной. Любой день для меня выходной. Все понятно. Только заранее говорите, что там записи не было. А то отписывать придется, да? Ну, знаешь, я немножко серьезно отношусь на работу. Немножко серьезно. Да, это вот так сказано, но если что, я очень серьезно отношусь. Я Понял. не могу вот клиентов обманывать там, или по кайфу пойти, не пойти. Или, например, сказать, что побрил, а не побрить. Нет. Даже когда только открыли салон, Ася говорит, Ваня, вечер уже никого не будет, давай пойдем. Говорю, Ася, ты видишь? Написано, График. с 10 до 10, до 10 должен мой салон открыто быть. Угу. Чтобы люди поехали, видели, да, 10 часов пока... Зашел, постригся, да. Чтобы в любое время можно 9 часов подойти и обслуживаться. Это твой оптимальный вариант, который вот... Ну, я... Да потому что человек дал барбершопу свое имя. Да. Барбер Ван. Это Ваник, ну Ваня по-русски. Ну, смотри, Он там- дал свое имя, там и он не может, как говорится, плохо делать, потому что он своим именем, как это говорится, немножко- отвечает. Немножко не так все. Ван — это у нас город Ван, который сейчас в Турции находится, и озеро Ван. Мгм. И меня Ваник имя, но Ван всегда звали, друзья Ван звали. Просто он совпадает с этими именами. Понял. А я в честь наш город и наш озеро. А я еще, Ван знаешь, что назвал. думал?
по-английски one, это же один, первый. Это тоже. И я думал, что, Многие что не ты могут лучший. это читать, это one, первый, Потому что на первый. самом деле все, кто в Адлере живут, все, кто ходит в барбершопы, мужчины, например, да, и так далее, все знают, что в Сочи лучший Ваник. Лучший. А цена у него средняя, как в других барбершопах по Сочи. И тем более свой человек. Так что те, кто хотят выглядеть красиво, милости просим, да? Приходите. Приходите, побреем, пострижем. Деньги, Дай ты бог, говорил, что это вы- не богатство, да? Деньги это не богатство. Деньги Правильно. это не богатство. Это деньги, это просто помогает тебе, что двигаться. А если ты богатый душой, ты значит богатый. Понимаешь, ты богатый человек. Это душой надо быть богатым. Не то, что... нормально. Тогда мы с тобой олигархи, брат. Ну, я давно Олигархи, олигархи. Давай за нас, за Давай. олигарха, За вас, да? за олигарха. Хочешь, Даша? Огромный А как мы своих жен балуем? Хочешь вкусная точка? Поехали. Хочешь доширак говяжий утром? Пожалуйста. Наверное, на углу. Шаурма за 300? Ехала. Шаурма за 350? Погнали. Да нет, почему? На что покажи, это разве похож на доширак? Хочешь... А мы жены олигархов. Ну, Да. хочешь KFC по щелчку пальца? Крылышки приезжают. И я люблю. Чизбургер я люблю. А кто не любит? А крылышки любишь KFC? С ресторана выходим и Нет, так стрипсы. гуляем, она говорит, Ваник, только не скажи туда, а ты чизбургер. А ты туда клади в чизбургер чанах, кензу, ореган, тархун. Она так просит меня, говорит, Ваник, одну чизбургер, больше ничего не хочу. Давай, за Давай. нас. За олигархов. За олигарха. За олигархов. А вы жены олигарха. Видишь, видите, у него даже футболка В, Ваник. Видишь, у него написано здесь. Да, барбербан. Барбербан. Она же свою игрушку дает. На, возьми ее. Друзья, всем пока. Увидимся, когда увидимся. Скоро, 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 скоро.